Всем нихао, с вами Китаец, и легендарная рубрика аналитики арен возвращается на ваши экраны. Сетап АДК Рапал довольно силен. Я бы сказал, что в пятом сезоне это непобедимый сетап, и при идеальной игре можно побеждать всех и каждого. И сегодня я покажу вам, как надо убивать сыкливого варпала, который нарушает договоренности на даблрез, но при этом «воин» в кавычках считает себя самым лучшим игроком за этот класс. Мне нравится, когда мы через вара типа пала шли, когда вар хуёво было. Одна из моих любимых фишек – это замедлить вар за столбом и притянуть пала с другой стороны. Таким образом, вар ничем не может помочь палу, не может дать дизарм. Мы сразу даем ходж и пытаемся выбить бабл или тринкет. Так как пал успел перевесить на себя щит, то он не хочет тринковать стан, и в таком случае мы не выбьем бабл, поэтому мне приходится продлить ходж салом. В худшем случае, пал бы вышел со стана, нажал крит-шок и выхилился, не отдав ни одного кулдауна. Если бы он не успел перевесить на себя щит, когда я его тянул, то можно было бы выбить бабл без сала или ему пришлось бы тринить. Ушел. Далее, во время быша, так как у меня особо нет рун, дэмэджа и гриппа, чтобы помочь палу, я подлосываю, чтобы не получать лишний урон. Возможно, в этой ситуации можно было попытаться подамажить вара теми кнопками, что у меня были, и получилось бы загнать его в деф раньше. В этой ситуации мой пал совершил небольшую ошибку. Он нажал фридум на полсекунды интерцепта, когда вражеский пал стоит рядом, и получил сверху ходж на 2 секунды, из-за чего риск отдачи бабла увеличился. Но он правильно делает, что не тринкует ходж, потому что в ином случае он в будущем получит full фир, например, после бабла. И этот фир выведет его на мид, где вар убьет его. А я ничем не смогу помочь, потому что все, что у меня есть, это замедление. А против варпала они работают только возле столба. Я же в ответ призываю Гаргу, потому что вар на фридуме, и единственное, чем я могу его остановить, чтобы спасти своего паладина, это начать сильно дамажить. К тому же терять прессинг против варпала нежелательно. Быстрее отдашь кулдауны, быстрее выбьешь кулдауны. Здесь Такана нажал желтые сакры. Я не знаю, нажал он их случайно или специально, чтобы уменьшить получаемый по себе урон на 20%. Но если специально, то его хп слишком низкое для того, чтобы нажимать такую слабую девку. К тому же, меньше чем через секунду сакра пропадает. Происходит это потому, что сакра автоматически отменяется, когда у паладина ниже 20% хп. Но помимо того, что это потерянный кулдаун, это потерянная ГКД в критической ситуации. Тем не менее, так как у меня большой урон, я прошу пала дать сап, и холик тринкует его, чтобы помочь воину не терять прессинг и не потерять его под мои брусты. И это очень хорошо для нас. Зову гулю, чтобы прессинг был. Можешь сап дать, сап. Даю. Бабл. Бабл. Окей. Так как у противников нет ни бабла, ни тринкета, а у вара есть чардж, я жму Icebound, чтобы спокойно отойти за стол и ресетнуть бой. Меня в принципе убивать не должны, у нас еще есть боб и прочее на меня. Тем временем моя гуля как раз вышла с фира и подлетела к нам, когда мой пал отхилился, и мы можем продолжать делать прессинг. В данной ситуации моему палу нужно успеть обновить печатку на варе, чтобы делать прессинг и давить, заставляя ВП дефаться, но к сожалению это не удалось. Тут произошел небольшой дискоммуникейшн. Мой репал был сосредоточен на стаках на варе, а я увидел, что у нас откатился ходж, и притянул пала для заезда по палу. В итоге мы ничего не сделали, и в таком случае нужно отойти за столб, позаводить вар, чтобы пал не мог его хилить, потому что без контроля нам тяжело что-либо сделать. В этом моменте, когда мы делаем дэмэдж, моему палу очень желательно диспелить моего пета. Я должен был дать идеальный стан пета по вару, и это был бы его тринкет или потенциальная смерть. Но именно в этот момент мой пет оказался в фире. Не, у меня пет фире, не могу дать стан. Так как у вара блоки и на нем сакра, нам некуда спешить и сразу отходим за столб, когда эти кулдауны были отданы. Сейчас фридом будет, прямо сейчас у них будет фридом. Можно пал чуть. Давай потяну его. Сложилась опять аналогичная ситуация, когда вар оказался в замедлении за столбом, и мы смогли свичнуть в пала. Но, к сожалению, из контроля у нас был только мой стан пета. Однако попытаться сделать заезд в таких реалиях стоит, ведь у пала нет ни бабла, ни тринкета. А если он отдаст фридом себе, то вар не догонит нас и не сможет убить. И за next контроль, который будет очень скоро, мы выиграем. Здесь я стараюсь бить преимущественно магическим дэмэджем. Даже кинул ледяное прикосновение в догонку, но этого не хватило. И перед тем, как пал ушел, я обдотал вара через мор. Таким образом, прессинг у нас будет сохраняться при любом раскладе. Но если бы у пала не было фридума, я бы отдал одну руну крови не на мор, а на вскипание крови. Таким образом, мы бы 100% добили. Когда пал уходит, сразу свичим вара и не теряем времени.
Мой пал сразу дает ему ходж. На самом деле это была бы победа прямо здесь и сейчас, если бы моментом ранее мой пет не стоял в фире. Потому что сейчас у Вара не было бы тринкета. Поэтому этот ходж я бы даже назвал небольшой ошибкой. Ибо он не приносит нам победу здесь и сейчас. Чтобы реализовать ходж по Вару, нам нужно, чтобы у него не было тринкета. А судя по тому, что у нас нет бабла и дефок на паладина, еще 40 секунд прожить до следующего ходжа будет весьма и весьма проблематично. Поэтому стан по палу был бы более профитным. Блин, ну как меня убили? Нормально, нормально. Выша только есть, но у тебя есть сальва, может. Нету сельвы, нету сельвы. Тогда осторожней, не выкучись. Отхилься до фридума. Так как у моего пала нет ничего, чтобы выжить, я говорю ему отойти за колонну, пока у врагов нет фридума, и мои замедления могут их остановить. И очень важно стараться не получать лишних чарджей от Вары, когда кайтишь. К тому же мы ждем откат призыва моего пета, чтобы сделать очень сильный заезд на килл. В этом моменте мой пал остается на месте докастовать флешку и хочет обновить печать на Варе, чтобы не терять прессинга. На самом деле немного опасный момент, ведь у него половина хп и нет сильных дефек, подобных баблу, и еще 30 секунд. А у Вары есть Быша, Ритала и Фридум. Это означает, что мы убиваем либо здесь и сейчас, либо не на этой арене. Ну и так как это аналитика, не могу не заметить, что мой паладин забыл обновить на себя Sacred Shield, пока мы лосали, и не обновит его до конца боя. Видимо, был уже уставшим так поздно ночью и был сконцентрирован на том, чтобы не потерять стаки на Варе и делать дэмэдж. Когда Такана видит Риталу, он сразу начинает играть дефенсивно, потому что боится умереть. Но я в этой Ритале вижу возможность победить. Ведь теперь у Вара КД на ШВ 12 секунд. И им абсолютно нечем засейвиться. И воин, судя по всему, тоже видит возможность умереть, так как его пал стоит в репитенсе. Также представьте, если бы у моего пала сейчас был ходж для продления по палу, это бесшансовая смерть для Вара. Но несмотря на то, что ходжа у нас нет, я использую возможность и иду пушить до конца. Пока пал стоит в сапе, мой пет медленно и не спеша выкарабкивается из земли. И для меня становится очевидным, что единственный шанс убить Вара сейчас – это продлить сап станом пета по палу. А также есть гриб в каст палу, если вдруг этого не хватит. Далее просто подбегаю к Вару, сбиваю рефлект заморозкой разума и добиваю полностью магическим дэмэджем. Боб в этой ситуации ему не поможет. Несмотря на всю титулованность наших противников, они также совершали много ошибок. На этой арене их в принципе мало кто не совершал. Никто не идеален. Но, как я сказал в начале видео, если приблизиться к идеальной игре, то сетап ДК Рапал имеет огромнейший потенциал. А теперь я покажу вам эту арену без аналитики. Просто посмотрите, как это выглядело в реальности и насколько динамично все происходит. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если это видео было полезным и вы хотите еще и еще. До следующих встреч на стримах. Стримы у нас проходят на этом YouTube канале и только здесь. Мне нравится, когда мы через Вара типа пала шли. Когда Вар хуёво было. И сейчас попробуем. Может, я замедлю и притяну пал с другой стороны, если получится. Пробуй. Если он сейчас зайдет сюда за столб, я его замедлю и пойду к полу с другой стороны. Типа вот так вот. Го. Взрывая пет. Дам сал еще. Ушел. Обдотал его, больше ничем не могу помочь. Я вот дома просто. Замедлю сейчас, замедлил. Зову Гулю, чтобы прессинг был. Может, сап дать, сап. Даю. Бабл. Бабл. Окей. Мы тринкет выбили с пола. Я СБ жму, чтобы уйти спокойно. У него чарж есть. Гулю диспленешь как мой момент. Она прилетела уже сейчас. Это зову. Ждем ход, наверное. Мы Я в пала стаки сыграем обновить. потом еще. Я уже могу тянуть. Такие пропали. Тяну. Я охуевали. притянул пал, год пала. Ладно, забей. Не Вот. дойдем. Да. А, Окей. Еще и маны маловато. Ну, я стан вот по ветку вару. сильно хуярить. Да, стан дал. Не, у меня пет фире. Не могу дать стан. Ждем блоки сакру. Все нормально. Тебе вингов, правда, нет, да? Сейчас фридом будет. Прям сейчас у них будет фридом. Можно пал чуть. Давай подтяну его. Пет стан дам. Сильный дэмэдж. О, у меня проки. Может, убью? Давай, я тоже дамажу. Все, я кинул все, что мог. Вар может разводить, давай. Да. Не чизи. Блин, ну как меня убили? Нормально. Выша только есть, но у тебя есть сальва, может. Нету сельвы, нету сельвы. Тогда осторожней, не выкучись. Отхилься до фридума.
Тяжелосу. Угу. У тебя еще есть сап. Оставь чуть-чуть его. Когда мы раздамажимся. Сейчас даю. Давай сейчас. Там ритуалы. Можно убить его ритал. Давай, Я пробуй. пройду с танкетом попал. Мгм. Притяну в каску там. Все, На, нахуй. шлюха ебаная. И нахуй. Слэш спид. Блять, А тут- спид тут же знаешь, на пол спид не хотел. работает. Я хотел на На пол. пол. На пол тоже не работает, что ли?